Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим монтаж датчика уровня топлива на газон Next и экскаватор-погрузчик JCB 3CX. В первом случае мы можем сразу приступить к сливу топлива. Монтаж датчика уровня топлива будем проводить, не снимая топливный бак. Для работы с топливом используем насос со счетчиком, который проходит проверку согласно регламенту проведения тренировочных работ. В случае с JCB работы немного отличаются, так как у него в заливной горловине встроен сетчатый фильтр грубой очистки. Поэтому мы сначала выбираем место установки датчика уровня топлива, затем сверлим отверстие и сливаем топливо. Со сверлением отверстия на экскаваторе проблем не возникнет и нет необходимости использовать дополнительный инструмент. Датчик монтируется в верхней точке емкости и противоположно низшей точке дна емкости. Поверхность под монтаж датчика должна быть горизонтальной и выбирается с учетом доступности инструмента. При сверлении под углом необходимо акцентировать надавливание на левую режущую часть коронки. Так стружка будет выбрасываться наружу. Как мы видим, монтажник немного недосверливает отверстие, чтобы поймать центральную шайбу. Просверлив отверстие, сливаем через него топливо. Выбираем место установки дут на газоне Next. По центру установить нет возможности из-за штатных топливных элементов, поэтому продольно сместим датчик к краю бака. Центральное отверстие получается 35 мм. Сверлим биметаллической коронкой. При проведении работ с датчиком уровня топлива техника должна стоять ровно, отклонения неприемлемы. Далее, при помощи средств измерения определяем высоту емкости. Эту же процедуру проделываем на втором транспортном средстве. Отмеряем длину дут от монтажного фланца на 20 мм короче измерительной глубины бака. Отпиливаем трубку и центральный электрод. Минимальная допустимая длина измерительной части дут не должна быть менее 15 см. Зачищаем от заусенцев измерительную часть дут. Вставляем дистанционный изолятор в торец измерительной трубки до упора. Переходим к настройке дут. Для настройки датчика нам потребуется компьютер, переходник USB RS485 и конфигуратор, который мы можем скачать с официального сайта производителя. Для поиска датчика в конфигураторе выбираем «Выбор датчика». После установки драйверов датчику присваивается определенный адрес. Далее нажимаем «Поиск датчика». Система автоматически определяет, что в данный момент подключен один датчик с сетевым адресом 3 со скоростью 19200. Из основных параметров на главном экране мы видим серийный номер датчика, версию его прошивки и уровень герца. При подключении датчика в режиме частотный выход мы можем указать максимальный уровень. При подключении датчика в режиме RS485 мы можем назначать сетевой адрес. Сейчас 3, но мы его поменяем на 1. Записываем данные и получаем сообщение об изменении сетевого адреса. Для дальнейшего использования датчика нам необходимо провести его калибровку. Переходим во вкладку «Калибровка», где мы видим два параметра – пустой и полный бак. Также в этом меню мы можем сбросить калибровки, что мы и сделаем.
Первоначальная калибровка делается по полному баку. Для начала погружаем датчик в топливо. Дождемся стабилизации уровня. Как только это произойдет, фон в конфигураторе станет зеленым. Нажимаем «Калибровать» и видим подтверждение операции в нижней строчке. Для калибровки датчика по пустому баку необходимо вытащить датчик из емкости, слить из него остатки топлива, дождаться стабилизации уровня и нажать «Калибровать». Сейчас наглядно покажем работу дута. Он измеряет уровень в какой-либо емкости и выводит информацию в окошко с данными. В некоторых случаях для просмотра информации и изменения настроек может потребоваться пароль, который был ранее установлен при монтаже. А все изменения, внесенные в настройки датчика, запишутся в журнал изменения настроек датчика и будут храниться там. А также в настройках датчика можно сбросить пароль и обновить ПО. После настройки датчика переходим к установке его в топливный бак. В установочном комплекте дут имеется резиновая прокладка. Равномерно нанесем на нее тонкий слой герметика. Крепление дут используем самонарезающие винты со сверлом. На данном ТС толщина стенки бака не более 1 мм. Сверлить дополнительные отверстия для крепления не нужно. На баках, которые имеют тонкие металлические стенки или толстые металлические стенки, а также на пластиковых баках, рекомендуется пользоваться ручным инструментом, чтобы не сорвать резьбу. Саморезы следует затягивать до небольшого характерного выдавливания прокладки и герметика из-под основания дут. Что же касается топливного бака на экскаваторе JCB, который имеет толщину стенки порядка 3 мм, здесь имеет смысл делать дополнительные отверстия под крепеж, так как при затягивании мы можем сорвать головку самореза. Для сверления таких отверстий подойдет сверло диаметром 4 мм. Наживить саморез можно шуруповертом, но чтобы избежать срыва самореза, рекомендуется дотянуть ручным инструментом. Дотягиваем также до характерного выдавливания прокладки и герметика из-под основания дут.
Переходим к тарировке топливного бака. Перед началом нам необходимо заполнить тарировочную станцию топливом, выгнать весь воздух. Для этого прогоняем небольшое количество топлива через станцию. Обнуляем счетчик, заливаем первую порцию. Шаг тарировки зависит от объема и формы бака. В нашем случае он небольшой, шаг будет 5 литров. Тарировка будет проходить через конфигуратор DUT. Заливаем первую порцию, ждем стабилизации данных. Индикация на конфигураторе станет зеленой. Можно записывать первые данные. Таким образом, заливаем практически до самого верха. При проведении тарировки не допускается проведение каких-либо дополнительных работ на транспортном средстве, так как может отразиться на качестве тарировки и стабилизации данных. Стоит также обратить внимание на температуру окружающей среды при проведении тарировки. Она не должна быть ниже 0 градусов по Цельсию. Залив последнюю целую порцию, дождемся стабилизации данных. Запишем их в тарировочную таблицу. Оставшееся топливо со станции и бачков сольем в мерные емкости. При помощи лейки доливаем топливо в бак до максимально полного состояния. Фиксируем заполнение топливного бака, записываем последние показания. А также при необходимости увеличиваем фильтрацию, которая напрямую зависит от сложной формы бака, объема бака и местности, на которой эксплуатируется данное транспортное средство. Переходим к опломбировке DUT. Чтобы опломбировать DUT, в корпусе имеется специальное отверстие, так же как и в крепежных саморезах. Продеваем проволоку и затягиваем роторную пломбу.
Соединяем разъем кабеля DUT. Нажатием на ключ разъема фиксируем соединение. На ответных частях разъема имеется проушина для пломбировочной проволоки. Просовываем проволоку и затягиваем роторную пломбу. При подключении нескольких датчиков на расстоянии не больше 20 метров от терминала рекомендуется топология схемы типа звезда. В данной топологии не требуется использование дополнительных терминальных резисторов. При увеличении расстояния до 100 метров рекомендуется использовать топологию типа шина. В данном случае требуется подключение к интерфейсу внешнего терминирующего резистора 120 Ом 0,25 Вт в месте нахождения самого дальнего от терминала датчика. И в конце закрепляем кабель DUT к штатным элементам транспортного средства. На этом установка DUT закончена.